наконец-то нам есть чем вас Человек, порадовать. Человек, в существовании которого не верили многие, Это как бог, а да? он существует. подвинься чуть. Давай. Вот. Погоди. Его Преосвященство Бараторч. Приветствую. Привет. Добрый день. Привет. Ты видел всю игру финала сейчас? Или как-то частично она от тебя... Я следил за Ты игрой. следил за игрой? Следил. Ну, Как тебе так удалось сгенерировать карту, что у них вот так все как вот на настоящем ипподроме сейчас? Один вырвался вперед, тут же другой его догнал. Ну, если честно, я надеялся, что будет такая генерация. Вот. Борьбой, да? Да. За кого ты подкрутил-то? Ни за кого ни за кого не крутил. Увеличить вебку просят еще, но Да. мы все-таки вот мы Да, мы увеличили как можем, потому что все-таки надо еще параллельно видеть игру. Ну вот. Скажи, пожалуйста, какие ближайшие планы творческие у HD мода? Какие-то, может, фишки будешь внедрять? Вот, Главный вопрос. вот Да. предложили, например, сделать артефакт шляпа Мерлина. Кто ее надевает, слушает песни в исполнении Мерлина. Можем ли мы это реализовать в рамках Ну, в рамках, не знаю. в рамках надстройки над хотой? На самом деле, можешь Да. чем-то поделиться, Да, рассказать какие для планы? зрителей какие-нибудь инсайды, что будет в ближайшем будущем? Ну, в общем, это не секрет. Не секрет уже. Мгм. Это ведение игр и статистика, и рейтинг по каждому шаблону, по отдельным шаблонам. Можете пожать руку, как человек, который занимается инфографикой. Видел инфографику наших? Я видел, да. На самом деле, вот эта тема, статистика, естественно, востребована. Я давно очень её хотел сделать, наверное, 3 года как хочу, но Прям вообще другие классный контент. задачи, другие проблемы как бы не давали этим заняться. Кенгуру, спасибо большое за поддержку. Дружище, ты офигенный, это тебе обращается. Спасибо тебе за HD мод и вот это вот все. Спасибо. Так, а статистику мы как можем? Только заходя в игрока или где-то будет отдельный сайт или сервис внутри лобби? Для начала она будет доступна только мне. Ну, то есть не все сразу, я, А потом естественно, и по платной подписке. постепенно буду внедрять. То есть сначала я посмотрю, естественно, как это все работает. Затем это станет доступно каждому игроку, то есть каждый игрок свою историю сможет посмотреть. Игр. Состояние всех игр. То есть незавершенные игры. Мгм. Нормально. Ну, а потом, в принципе, да, сам я не планирую какого-то сайта с инфографикой делать. Ну, Ну, то это есть, можно будет как-то по API это все забирать и оформлять, да? да, можно будет. Спасибо большое программеру за поддержку. Ну, то есть, получается, статистика, да, и статистика всех игр, всех шаблонов, да, Да, винрейты и так да. Мы можем отматывать туда-сюда, да? Ну, там сыпятся вопросы, можно ли будет сервера грейдить. Что это такое, я не понимаю. Как тебе на СНГ? Ты же многих вот игроков вообще впервые увидел вживую. Ну, интересно, непривычно. Тем временем Hellite отвоевал назад свою башню. Да. Убил Мифалу, да? Он, по-моему, прогнал ее, не смог Он ее убить. прогнал, там не хватало ему, чтобы убить. Потому что были големы, их было 9 штук, и Мгм. за счет этого как раз Мифала выжила. А я вот хотел спросить, мы сейчас на турнире по героям, и как раз хотел спросить, будут ли как-то поддерживать лобби турниры по героям, то есть можно ли будет какие-то сетки там делать, зарегистрироваться там, Турнир Создать на свой лобби турнир? да. Востребованная фича, да. Ну, не знаю. В ближайших планах у меня работы над этим нет. Ну и так, конечно, В принципе, здесь- это реализуемо, да? в принципе, реализуемо.
Ну, это надо обсуждать с людьми, которые занимаются организацией. Э, Ну, в одно лицо Слушай, Да. мы вот честно, мы готовы, мы всеми руками за. я понимаю, что готовы, но Да. надо будет... Я обычно большинство фич внедряю постепенно, то есть я сам работаю не так, как, допустим, команда Хоты. Мгм. То есть сразу в полной готовности что-то выпускаю, а по чуть-чуть, потихоньку. Обычно большие задачи, они меня пугают. Мгм. Большой... Если можно будет что-то придумать именно по турнирам внутри лобби, что-то максимально простое для начала. Ну, А потом это развивать в Да. совершенстве. было бы удобно там создать турнир, бы регистрировались, сетка бы формировалась, они бы допустим, ходили в матч, играли его, было бы очень классно. Ну, надеемся, со стороны студии, конечно, если на поддержку всячески готовы ее оказать. Тони Вайт, спасибо за поддержку. Поступил вопрос. Почему падает лобби? Чем можно еще помочь, кроме полоски донат гола в лобби? Чем можно помочь? Нет, ты Почему сначала падает? расскажи, почему падает. Почему падает? Падает на самом деле по разным причинам. О всех говорить не буду. Ну, прежде всего виноваты Оранжевый топит тем временем. хулиганы. Оранжевые вот хулиганы виноваты, да? Виноваты хулиганы. Оранжевый побеждает. Виноват бываю я. Ну, это проблема, да, то есть падений там каких-то. Естественно, она самая острая, та проблема, которая меня больше всего волнует. Я, в общем-то, последние 3 года над этим прежде всего и работаю. Очень многие фичи, которые хотелось бы сделать, реализовать, приходится откладывать, до них не доходят руки. Та же статистика. Я 3 года я хочу сделать, до сих пор не сделал, именно потому что вот воюю с хулиганами и борюсь за стабильность сервера. Элеонор, спасибо большое за пополнение нашей копилочки призовой. Спасибо Варторчу за продление нашего счастливого детства. Там много Спасибо героям за счастливое детство и Бараторчу за его продление. Там много вопросов по поводу таймеров в финальных боях. Да, у нас на самом деле на турнирах, особенно на вот, турнирах оффлайнового формата, это животрепещущий вопрос, насколько сложной может быть реализация таймера на ход, в финальной битве, да. Да, ну не только в финальной Ну, битве, да, наверное, в любой битве, битве, да, против игрока. Да, фича, естественно, очень востребована, я понимаю, что она нужна. Для меня главная сложность это выбрать то, как это все должно выглядеть. То есть в этом мне можно помочь. То есть если Ну, настраивается таймер на ход каждого юнита. Ну, как вот в таймер, допустим, таймер на битву минуту 15, на ход там, допустим, юнита. Ну, или сколько. Ну, как одна из идей такая. 10 секунд. Вот одна из 10 секунд, идей. да, Идей 10 можно секунд. много всяких придумать. Вот Мне нужно кажется, тут выбрать максимально. Бараторч говорит о том, удачно. что нам надо между собой определиться, чем мы хотим. Да, Да, да. Потому что Red White скажет, мне надо 3 часа на, допустим, битву, а кто-то скажет 15 секунд на ход. Так, И что? ну, как минимум, мы после вот встречи с Александром наладим какую-то, наверное, вот именно коннект, как вот мы могли бы тебе это все передавать, все эти пожелания, как бы, чтобы ты не бегал за нами, и мы за тобой как-то будем собирать тогда все эти приложения. Спрашивают, Бараторч, нужны кодеры или ты не готов с кем-то делиться славой кодировщика HD мода? Конечно, работы много, и чем больше фич появляется, тем больше нужно делать. Наверное, для одного человека уже слишком много работы, даже по поддержке багфикса.
не говоря уже по развитию, по добавлению новых фич. Но я, во-первых, не люблю работать в команде. То есть я одиночка. Во-вторых, мне для того, чтобы подключить какого-то человека, мне его нужно ввести в курс дела. А это не так просто, и у меня на это совершенно точно уйдет очень много времени. И мне вот этого времени жалко, я лучше это время потрачу на реализацию каких-то фич. А вот поступает вопрос, когда уже будет... Всё, задушили. Задушили, да. Но когда будет изгнан из игры, когда Бараторч уберет заказную фичу от Вудуша по Армагеддону, над которой все играющие геройщики ржут, здесь написано. Да не надо так, что ржут. Ну, не ржут, но действительно она как-то странно смотрится, особенно для тех, кто активно играет. И... Ну, возможно, странно, а с другой стороны, Ну, давай тогда введем каждому заклинанию такое же. Ну, как ну не минимум, каждому, вы уверены, что- волне вы смерти просят. Вы уверены, что хотите замедлить всех юнитов, например? Не, в волне смерти просится то же самое, но Почему я этого не сделал для волны смерти? Дело в том, что я... Ну, в общем, естественно, я ленюсь это делать. Прежде всего поэтому, да. А во-вторых, текст, который игрок видит, ну, когда его игра просит подтверждение кастануть Армагеддон, текст, он заточен под Армагеддон, он под волну смерти не подходит. Нужно новый текст писать. Вот тут спрашивают, да, этот вопрос у меня тоже назревал. Будет ли какой-то вид обсервер мода в героях? Планируется ли? Ну и насколько вообще это тяжело реализовать? Да, очень частый вопрос. Не планируется, к сожалению. Герои так внутри устроены, что это максимально сложно сделать. Не то чтобы даже максимально сложно сделать, а в том виде, в котором герои есть, то, как они устроены внутри, это потребует очень больших мощностей сервера. Ну, прям очень больших. То есть герои максимально... Ход героев внутренний максимально неудобен. Просят немножко, чтобы ты рассказал о себе. Вообще, чем ты занимаешься по жизни, ну, кроме HD мода. Как вообще пришел Как к ты вообще оказался в героях, как ты познакомился с этой игрой, как тебя вообще угораздило в этот HD мод окунуться? Придумать его и создать. Герои, не знаю, познакомил меня друг с героями. Пришел в гости к другу, у него на экране странные вещи. На тот момент, ну, при первом взгляде Баг на баге. при первом взгляде на игру показалось, ну, как вообще можно этим заинтересоваться. То есть что-то максимально странное. На тот момент, наверное, какие-то 3D-шутеры в моде были, какие-то трехмерные игры, даже уже на тот момент, да, начало 2000-х годов. Ну, потом сам попробовал поиграть и быстро понял, что это топ-игра. Как затянул героя, точнее в HD мод. В один момент решил поностальгировать, вспомнил про героя. Нагуглил такой проект, как Хота. И понеслось. Нет, не понеслось. Нагуглил такой проект, как Хота. Тогда еще игры самой не было, был только проект, только это все анонсировалось, что вот разрабатываем такое дополнение. Я попросился в команду, меня не взяли. Вот. Ну и я, в общем-то... Сделаю свое, да? Да, меня не взяли. С тех пор ты не любишь работать в командах, да?
Ну Хота базировалась на форуме DF2. На этом же DF2 форуме я нашел тему, где люди теоретизировали, рассуждали, как было бы круто сменить разрешение героев, что оно максимально неудобное, сильно устаревшее, как это все сложно сделать. Ну, в общем-то, решил попробовать. Сначала поменял разрешение, потом в процессе понял, что могу не только разрешение менять, много чего могу менять. Добавлять. Значит, ребята, по поводу стоимости гейта в Инферно, это, наверное, вопрос-то не по Да. адресу, потому что... Да, это вопрос. ПС Вудуш интересуется еще тут. Вопрос к команде Хот. Да, поскольку наполнением Хоты Бараторч не занимается. Бараторч занимается именно HD модом. Это немножко Ну, я лобби. Я немного в курсе. Он в курсе, да. Так, Какими был донат. проблемами озадачена команда Хоты. Кто? Вот. Просто Ну, насчет врат в Инферне. Ну, наверное, что-то будет сделано рано или поздно. Тем временем Red White позиционную игру ведет, задаблил только что ману Калху, ищет подступы к невзятой утопии. Программер, большое спасибо за поддержку. Будут ли улучшаться вторичные навыки? Это все эти вопросы, это все не по адресу. Там, похоже, надо будет запись к трансляции пересматривать тебе. Все Да, вопросы. вопросов много. Еще чем ты занимаешься все-таки вот сейчас, помимо HD мода? Вот, поскольку я, насколько знаю, для тебя кодинг HD мода это хобби в некотором роде. Да. Было до недавнего, ну, да, первое время, на Ты самом вообще деле. сколько ты времени уделяешь именно HD моду? По-разному. В разное время года по-разному. Уделяю минимум весной, потому что весной у меня работа. Бывает, ну тоже, то есть, естественно, поскольку это хобби, то зависит все от вдохновения, от желания, от интереса. Он не постоянен. Когда-то его много, когда-то мало. То есть какие-то периоды трачу очень много времени. В чате щиты поднять за интерес Бараторча к нашей игре. Быстренько щитов накидали. Вот, пожалуй, ну, естественно, какие-то крупные фичи, которые появлялись в HD-моде, да, они были вместе, да, с большими затратами времени. Там тоже лобби, до лобби, там, одновременный ход. Когда на меня накатывает вдохновение, то могу там несколько месяцев, там, каждый день по 20 часов кодить. Слушай, как мы можем влиять на твое вдохновение вообще? Не знаю, наверное, не знаю. Чат, сообщество. Может, полосочку отдельно сделаем на вдохновение? Полосочка на самом деле, какая бы она ни была, да, какой бы гол там не был назначен, она все равно показывает прежде всего интерес людей. Если людям интересно, если что-то востребовано, то я так или иначе сам начинаю этим интересоваться и хотеть это реализовать. Скажи, стримы, турниры наши смотришь? Ну, в принципе, стримы смотрю, но не регулярно. Не сказать бы, что слежу, как получается. Ну, Александра Вудуша и его Армагеддон ты смотрел, наверное. На самом деле нет. Я смотрел уже после того, как поговорил с Вудушем, после того, как сделал это. Программеров спасибо за поддержку. Ну, мы вам объясняем, что наполнением хоты, именно всего, что связано с любыми навыками, их функционалом, это к этому Бараторч, он же сказал, не взяли его
Вот и Нет, все. сейчас я в команде. А, То ты- есть меня не взяли, когда я ну, то есть, А, когда ну. я узнал. Потом, когда уже HD-мод был готов, там уже Ставил их в режим, какая-то да. уже там вторая версия, по-моему, была. Вот это было много лет назад, да. Спустя 2 года меня взяли в команду, ну, причем уже на моих условиях. То есть меня сами позвали. Красавчик, молодец. Вот, ну, отношения у нас, наверное, с командой не идеальные. Вот, но вполне успешно сотрудничаем. То есть всем, по-моему, хорошо. И команде хорошо, и мне хорошо, и игрокам хорошо. Один из наиболее распространенных вопросов, раз уж ты немножко позже, я знаю, что ты на него ответишь, но я его обязан задать, когда будет фабрика? Честно скажу, не знаю, когда будет фабрика. Сам ее вместе со всеми очень сильно жду. Да, скрестив пальцы. Естественно, у команды есть ориентиры какие-то временные, но я их озвучивать не буду. Потому что смысла в этом большого нет. А у тебя есть ориентиры на твой следующий апдейт HD? На крупные, вот именно ведение статистики, опять же, зависит от вдохновения. Как попрет, в лучшем случае, если все идеально сложится, то, наверное, месяца через 2, ну, в каком-то первоначальном виде это появится. Ну, самому бы мне хотелось бы, да, именно осенью. Если не получится осенью, то хотя бы ближе к релизу фабрики или вместе с релизом фабрики. Уже примерно, Ага. понимаем, да? Да, Зима, да, где-то зима опять будет. Ну, не знаю. Э, Может быть, может быть зимой, может быть еще позже, не знаю. Как попрет. Уже неоднократно вопрос. Спросите, пожалуйста, Бараторча по поводу прухливости и выдачи игроков. Обращаются ли к тебе игроки по поводу подкрутки респов или нет? Нет, слава богу, игроки не обращаются. Нет, может и обращаются, только должно быть несколько запросов, да, чтобы реализовать что-либо. Скажи, пожалуйста, а какой вот максимальный был онлайн в хоте? Вот в лобби хоте? Рекорд Рекорд. одновременного Или, может, пребывания. Вы, к сожалению, то есть на сервере нету Лога- функционала лога- такой, логов который нету, бы да? фиксировал, Мгм. да, максимальный онлайн. То есть это чисто по памяти, чисто визуально. По-моему, 4 с лишним тысячи человек. Это было, наверное, позапрошлой зимой. А сколько всего на данный момент времени учетных записей зарегистрировано в хоте? Учетных записей я сейчас не вспомню. Я могу сказать, сколько зарегистрировано уникальных Мгм. человек. Да. То есть понятно, что у многих людей по несколько аккаунтов. Мгм. Мне, по крайней мере, все это видно, да, то есть, что эти аккаунты принадлежат там одному человеку. И вот именно человек, уникальных пользователей, в данный момент больше 500 тысяч. 100 тысяч. Да. А есть ли у тебя география? Да, география. Географии нет. Географии нет. Э, Сказал про второстепенные аккаунты. Планируется ли эта борьба с ними или наоборот ты это можешь поощрять? Вообще, как ты относишься к смурфам, к рейтингу, обнулению рейтинга, накачке рейтинга, к ауткасту в частности? Это, конечно, много вопросов, но Давай Да. по порядку. давай по порядку. Значит, да. к смурфам я отношусь, естественно, нормально. Я бы в противном случае запретил бы регать кучу аккаунтов. Вот. Естественно, какое-то там переливание рейтинга с одного аккаунта на другой, это запрещено. В лобби администрация за этим старается следить. Обычно замеченным, увлеченным в этом игрокам обнуляют рейтинг. Вот. Насчет ауткаста не знаю. Тут
какой у меня позиция однозначной быть не может, потому что ее нету игроков. То есть любители ауткаста, есть те, кто его прям очень сильно не любит. И если я выберу чью-то сторону, в любом случае будет очень много недовольных. Не, вопрос больше не про сам отказ, понятно это. Кто хочет в то, что играть. Я имею в виду именно, что рейтинг начисляется такой же, как, вот, скажем, на обычную игру с 8 героями. Ну вот сегодня, значит, только обсуждали с геройщиками, что можно... Маунт 10 игроков сделать, пока мы Не интервьюируем. надо Нет? никакого Нормально? тайм-аута, Всё? Просто тем временем Хэлайт на таймере, но количество вив у них примерно сравнялось. Мгм. По 70 стало. И примерно. А ты планируешь делать вот сезонный рейтинг, обнулять рейтинг вообще? Как с этим полагается работа? Потому что сейчас он устремляется вверх, уже там значение достигли 1400 и будет только расти со временем. Естественно, когда будет добавлена моя статистика, вот к этому к выходу обновления со статистикой, я, естественно, либо обнулю рейтинг, либо его порежу и уравняю. Да, Ну, такое уже было. был донат, по-моему, Метрикс, я запомнил, но забыл. Метрикс, по-моему, спасибо за поддержку. Вопросы про H3 TV сайт к Браторчу не имеют отношения. Он не имеет отношения к этому сайту. Спросите у Тварыны, я не знаю, у кого еще спрашивать. К какому сайту? Heroes 3? Heroes 3 TV. Ну, я, естественно, Вопрос был, 2 недели не работает сайт, почему? не знаю. 2 недели недоступен его хозяин. Будет ли рейтинг по шаблону? Да-да-да. То есть я планирую рейтинг по каждому отдельному шаблону. Причем, ну, то есть шаблонов, я предполагаю, будет очень много. Но это не страшно. То есть каждая новая версия, то есть, допустим, тот же Outcast постоянно там новые версии выпускает. Будет рейтинг по отдельной каждой версии, но мне просто так технически проще реализовать. В разных сценах разный размер ветки. Просят чуть побольше ветку А, сделать. тоже есть. В общем, будет отдельный рейтинг по каждому шаблону. Я надеюсь, по крайней мере. И это все в следующем апдейте? Или после уже статистики, это там? Что ж ты его душишь? Вместе со статистикой. Ну, вместе с... До того или после того? Вместо того? Единственное, то есть, скажем так, введение, то есть сбор данных будет, скорее всего, максимально полно реализован сразу, а чтобы люди могли все эти данные смотреть, это будет не сразу и постепенно. Данные будут по атрибуту игроки там, по заклинанию, по собранным объектам, по количеству войска. Не, в процессе игры вот эти данные собирать, это, ну, Сложно. вряд ли, это, ну, пока, по крайней мере, я не планирую эти данные. То есть, Допустим, наиболее пухливый человек, кому больше всего попадается максимум улики. Ну, это я, знаешь, как бы я это говорю со стороны вот зрителя, да, как турнирный оператор, что интересно людям, на что смотрят. Вот я как инфографикой сейчас занимаюсь, да, может быть, ее вот собираем. То есть я здесь ориентируюсь на статистику. Вот Dota. Ну, знаешь, что эти... не знаю, я в Dota не Не играю. играешь? Тем временем берется у топа, она минималка, плюс 3 ко всему и больше То есть, ничего полезного. Конечно, было бы круто, прям если была бы полная статистика, собранные там КЗшки, КВшки там за год, за 3 года и так далее. Но это, я так понимаю, очень сложно, это все огромные. Нет, это, по идее, это нужно обсуждать и нужно выбрать, то есть я еще раз говорю, какие-то максимально масштабные, максимально полные вещи, покрывающие все, они меня пугают, я за них не берусь. Надо выбрать какой-то необходимый минимум и подумать. Раз уж вот, недушные вопросы,
раз уж ты сказал, что ты не играешь в доту, а во что ты вообще играешь? Какие игры И- тебе и- нравятся, кроме героев? И попутно как раз мы присоединяем вопрос, который уже несколько раз задали. Играешь ли ты сам в героев? Сам героев, ну, по большому счету, нет, не играю. Или как Чукча не читатель, Чукча писатель? По большому счету не играю. Во-первых, потому что у меня нету времени, и если я буду играть в героев, то я не буду развивать HD-мод по моему лобби. Мне кажется, то есть мне не надо играть в героев. Тут выбор очевиден, конечно. Вот. Ну и вообще у меня отношения, естественно, это одна из любимых игр, но, пожалуй, в начале моего пути усовершенствования, значит, героев, они были любимой игрой, максимально любимой, которую я считал самой лучшей. Теперь в мои личные рейтинги она ни в какие не входит, это же нечто отдельное. В общем, у меня странные... Просто очень много пришлось выполнять какой-то работы, которые и все больше и больше приходится выполнять работы вот по героям, которые не хочется. Она уже не интересна, но на мне какая-то некая ответственность лежит, и то есть я хочу, не хочу, какие-то вещи приходится делать. Но преимущественно она все равно мне, естественно, по кайфу все это делать. А есть Преимущественно. какая-нибудь глобальная цель, мечта? Вот, во что это все должно вылиться в итоге-то? Как ты это видишь? Мне кажется, итога быть не может, потому что всегда можно сделать лучше. Всегда можно сделать лучше, чем есть. Ну, там, 5-летние цели, там, 3, ну, ты так не задумывался? Нет. Сложно что-то прогнозировать. Нет, таких целей не стоит. Просят еще немножко, чтобы ты о себе рассказал, как тебя зовут в миру. Спрашивают, сколько тебе лет и как появился никнейм Бараторч. Зовут меня Александр. Это, в общем-то, не секрет. На официальном сайте HD мода есть об этом информация. Лет мне, по-моему, 37. Я точно не помню. 20-49. Это надо в этой книжке в паспорте посмотреть. Да. В среднем 37, все, чатик разброс. Не, в паспорте я посмотрю год, это надо еще посчитать, сколько лет. Вот. Турок, спасибо за поддержку. Почему такой никнейм, не расскажу. Секрет. Ну, на самом деле, история неинтересная. Мне просто стыдно рассказывать, поэтому не расскажу. Как, настало время постыдных историй. Ну ты хотя бы можешь на сайте HD мода эту историю написать? Нет, не напишу. Да не важно. Напиши мне в личку тогда. Там спрашивали про автоматический поиск оппонента. Или это и... Автоматический поиск, исходя из разных характеристик, шаблона, рейтинга, там, задать количество ПТС, да, потому что у нас очень часто в лобби висят объявления, там, ищу оппонента, там, 650 плюс рейтинга, ищут 700, может, мы можем как-то, может, ты сможешь как-то это автоматизировать, подбор оппонента, исходя из Ну, каких-то настроек. Сейчас как в онлайн-играх Да. есть. Это Вич Папашка, спасибо за пополнение. Так. Ну, это мы сейчас Пока попозже. читай. Это я вообще не понимаю, о чем речь, запоминаю эту штуку. Я не знаю, что это, о каком там проекте речь. Я щас VCMI, ты знаешь, что это за проект? Какой? VCMI. Я знаю, что это за проект, но я к нему максимально скептически отношусь. Это попытка переписать героя с нуля с открытым исходным кодом. Угу. Вот. Почему скептически? Потому что очень много лет они уже пишут, и пока даже Не блин. не
сделали то, что уже есть в героях, и тем более не сделали а, то, что есть теперь вот у, у героев с HD-модом и хотой. То есть там далеко до всего. Там вменяемого генератора до сих пор нету, там искусственный интеллект, с ним, не знаю в каком состоянии, может быть, что-то уже играбельное они сделали, но пока, по-моему, он не дотягивает до оригинального. Ребят, про игру спрашивают. В игре Red White все пытается убить оранжевого, никак не получается. Да, оранжевый живет. Да. Вот, идет позиционная игра. Сейчас та стадия, когда любая ошибка может стать фатальной. Игроки осторожничают, пытаются прогнать друг друга, пытаются отжимать города. Вот нашел Хэллайт еще одну невзятую топу в недрах Трежи. Сейчас будет думать, как бы ее тоже добрать. Очень стратежный идет розыгрыш с внешними тавернами. Это ключевые сейчас точки. Особенно таверна, допустим, над башней на зеленке. Вот увидел Султан Ифритов. Хэллайт понимает, что пахнет армагом. Вот. Что у нас тут еще? Автоподбор Да, кубок. да. Да. Мы Продолжим перебили. сразу. Да. Перебил. В общем, я понимаю, что вещь нужная, но я считаю, что в общем, в героях слишком много вариантов игры, слишком много стартовых настроек, чтобы делать автоподбор оппонента. Вот. То есть нужно для того, чтобы был автоподбор оппонента, в идеале должен быть один единственный режим игры. То есть, чтобы игроки нажимали старт и все. И играли. Тогда да, тогда это будет максимально легко и понятно. А с тем количеством режимов игры, с тем количеством настроек, которые есть, несмотря на то, что и я сам, и там команда Хоты постоянно думают над тем, как можно уменьшить, сократить количество опций всяких, сократить какие-то предстартовые приготовления к игре, их все равно слишком много, чтобы делать автоподбор. Так что, в ближайшее время этого не будет. Если оранжевый победит в этой игре, да, кубок мы вручим Бараторчу, да. Но он розовый, подождите. Должен победить розовый. Розового уже там покалечили. уже все. Так. Но ты так и не ответил. Занимаешься ли ты чем-то помимо HD модов в жизни, в реальной жизни? Работой занимаюсь. Вот. Работаю веломехаником. Это тоже я помню. Если сильно постараться, можно найти об этом информацию в интернете. Занимаюсь помимо героев. Есть еще у меня проект. Была такая карточная игра Dog, Might and Magic, Duel of Champions. Так, у нас тут тем временем опять прогоняется, убивается же Дид и забирается опять это через внешнюю таверну. Вот это сейчас ключевая точка на самом деле на карте, через которую происходит розыгрыш и у одного, и у другого оппонента. А и как-то планируется фикс? Это тоже не к тебе. Мы можем сделать так, чтобы Скорее не ко мне. компьютер играл более осознанно и, скажем так, или это лучше те, кто сейчас развивает нейросети. Больше напоминал человека, что Да. врывался в нужные стеки, а не птички. Я, если честно, не уверен, нужно ли это. По крайней мере, для онлайн-игры. Для одиночной игры, да, наверное, это очень нужно. А нужно ли это для онлайн-игры, это вопрос. Есть ли у тебя семья, дети? Есть я, она. Так, фанат Попа Васи, спасибо за донат.
Сможет ли кто-то поддерживать лобби, если с Браторчем что-то, не дай бог, случится? Готовишь ли ты преемника? Я, я об этом думаю, на самом деле. То есть, ну, мне бы не хотелось, ну, не хотелось, что... А то вдруг вдохновение иссякнет. Да, нет, если иссякнет вдохновение, я, то есть, передам нужным людям свою работу. Если я потеряю интерес. Я думаю, тут вопрос просто вот как раз по мотивам кончины доцента Галана. Бывает. У него была команда, которая подхватила. Если у тебя такие люди хватит, или может передадут куда-то в нужные руки. Ну, надеюсь, что есть. Да, мы Надеюсь, что вокруг него сейчас все, чтобы он никуда не сбежал, ни в ту, ни в другую, ни в третью сторону. Мы его еле сюда затащили. В оковах сидит. Да, потому что оковы ни один не нашел, потому что они сейчас надеты на Бараторче. Сейчас вот мы его когда отпустим, кто-нибудь найдет оковы. За кого болеешь в финале? Ни за кого. Есть у тебя вообще предпочтения, чьи ты стримы чаще всего смотришь из стримеров? Red White, по-моему, не так часто стримит. Да? В насколько я последнее знаю. время да, потому что работает. Вот. А Highlight, честно, я не смотрю. А в принципе, Вот. чьи стримы ты чаще всего смотришь? Я вообще на регулярной основе ничьи не смотрю. И в разные там периоды разных людей смотрел. Больше всего, наверное, смотрел Тварыну, смотрел Вудуша, смотрел Папашку из чатика. В последнее время попадаю в студию. Какой у тебя ник на Твиче, чтобы мы знали, что это ты? если что? Бараторчи. Да, там, кстати, есть фейк. Есть фейковые, да, Бараторчи. Прям Бараторч. Да, да. Надо випку выдать. Простите, Бараторча, почему может залипать левый лифтер на Ультерго R8000? Все, блин, новое, но когда переключаешь скорость, обратно рычажок не встает. Чего? Чего? Это вопрос по велосипеду, видимо. Ультегра. Да, не по героям. Ультегра, значит, это... Я не самый лучший веломеханик, и ну, глобально, в моем городе, может быть, и не так много... Вопрос по шоссейному велосипеду, я далек от шоссе, и через мои руки очень Нашлись? редко, очень мало шоссейников. Тем временем Нет, нет. Хелайт нашел наручи, Да, но не забрал. но не забрал. Кстати, знаешь, вот у меня, видишь, наш худ, да, вот для турниров очень полезная штука. Есть ли возможность внутри игры такую вещь сделать, чтобы отображались где-то вот панели, именно артефакты, еще что-то? Вражеские тоже. Не, свои именно, свои. Вот, допустим, игрок играет, даже стримит, у него здесь, допустим, автоматически отображаются все его артефакты или еще какая-то дополнительная информация для зрителей, для турнира. Ну, сделать это можно, но Это узкоспециализированно. буду ли делать это я, не знаю. Ну, это как вот одно из предложений, если будет время. Чтоб я, такие вещи сделал, я просто... Тебе нужен. Мне нужно, да, полностью готовый, грубо говоря, проект, имеется в виду то, как все должно выглядеть У нас в итоге. один из зрителей год назад запускал Молодец. какую-то программу, она запускается локально, и она достает эту информацию и выводит отдельно, там, сколько ходов сделал игроков, какой у него сила войск и так далее. Он как-то доставал эту инфу. Да, достать-то не проблема. В принципе, для HD мода же можно писать плагины, и они пишутся и используются. Если кто-то напишет такой плагин, можно будет сделать так, чтобы Его включить. да, в состав HD. То есть какие-то сторонние разработки принимаются, можно. Да, конечно, но на самом деле в HD моде очень много вещей, которые сделал не я, которые сделали другие люди. Ну, тут очень много вопросов. Я думаю, ответ ясен, но спрашивают про открытый код.
Почему планируется ли открывать код для open source или нет? Нет, не планируется. Причин много. Одна из причин, что это то, что это развяжет. Герои и так очень слабо защищены от всякого рода читерства. Станут еще более беззащитны, потому что, ну, можно, конечно, и с открытыми исходниками делать так, чтобы чтобы игра была защищена, но это нужно изначально вести разработку с учетом этого. Этого нет в героев. Вот, то есть одна из причин это защита от читерства, точнее, возможная уязвимость героев читерства. Второе, это у меня такое видение героев, не только у меня, у команды Хота, мы очень хотим, по крайней мере, чтобы был цельный какой-то продукт, неделимый, минимум каких-то опций, настроек, модификаций. А публикование исходников, естественно, породит кучу новых проектов, будет очень много разных версий, очень много разных героев. Да, также, то есть, станет невозможно вообще понимать расстановку сил, там, кто является сильным игроком, потому что все будут играть во что попало. В разные игры. Пишут, Бараторч немного пролагивает, он настоящий. Видите, до чего голография дошла? Шимана и Оранжевый уничтожен. Оранжевый уже не победит. Тазар или Крэг, Шимана или Срам. Как вот это? Ну, мой выбор Шимана, но наверное, однозначной позиции тут нет. Может быть, я даже не прав. Может быть, мой выбор плохой. Ну что, есть у нас там про спектакль мод, он уже отвечал, Да, но это невозможно в рамках. Еще вот сейчас Игры. много раз задали вопрос про цветные ники. Планируется ли добавлять цвета? И вообще, почему только у Тварины и Вудуша есть такая привилегия? Какие критерии? Как стать фиолетовым? Еще один. Несколько дней назад, да. Сейчас еще один появился. Да. Шимана. Цвета. Естественно, я когда идея такая появилась, да, выдать цвет, изначально я планировал дать только Вудушу. Это связано с тем, что вы из одного города, или вы вообще в соседних, Да, или вы в соседних подъездах вообще живете? Не в соседних подъездах, да, это в том числе связано, естественно, что мы из одного города. То есть можно только... можно переехать в Озерск и получить фиолетовый ник, да? Ну, это как бы одна из вещей, да, которые надо сделать, но недостаточно переехать. Недостаточно. Естественно, я ожидал, что будет куча запросов, куча просьб, значит, сделать такой цвет. Вот. Но это, можно считать, что это мой субъективный выбор за особые заслуги. Естественно, очень многими это воспринимается просто как метка стримера, но это не так. 5 Ол наконец-то Red White нашел. Тут донатили 5 Ол на 5 Ол. Наконец-то донат нашел своего адресата. Так, а чего не хватает под Альянс нам? Там тапок нет, Угу. и 1 Ол нет. То, что есть как раз у Хеллайтера. Да. Угу. Ну ладно, давай будем заканчивать. Да. Может Давай быть, что-то хочешь сказать напоследок? Нет, ничего Ничего не не говори. Приедешь ли ты на следующий СНГ? Не знаю.
Не знаю, как Как получится. ты смотришь на то, чтобы провести его в Озерске, В закрытом в городе. закрытом городе, Это будет без очень лишних глаз? сложно Это реализовать. интровертный СНГ, да? Зато будет чемпион. Один. Который там тоже из Озерска, да? Фиолетовый, да? Фиолетовый будущий. Фиолетовый будущий. Ну все, Александр, спасибо тебе Спасибо огромное. большое, что нашел возможность, во-первых, к нам вырваться, что не побоялся тут вот в этот вот к нам в комментаторскую зайти, переборол свою неохоту. Мы знаем, что ты не очень общительный человек и, в плане публики. Спасибо. Вам спасибо, что И спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь, и делал, делаешь и будешь делать. Надеемся и дальше. По факту мы здесь все благодаря тебе, да, и чатик тоже. Давай, огромное тебе Спасибо. спасибо. Давай, отдыхай, ты долго здесь еще? А мы возвращаемся в игру. Идет Душнилова, Машнилова.